Всем привет! Сегодня с вами Ники навсегда, и в этом видео я вам расскажу, как исправить ошибку dev.c++ исходный файл не откомпилирован. Итак, давайте-ка перейдем в dev.c++, версии 5.11. Это последняя версия, у меня сейчас версия 4.9.9.2, однако версия 4.9.9.2 и 5.11 по факту ничем не отличаются. Поэтому мы запускаем наш проект, компилируем и запускаем, и видим, у нас выводится ошибочка source file not compiler, если по-русски исходный файл не откомпилирован. Итак, как исправить данную ошибку? В первом случае эта ошибка возникает из-за локализации, то есть из-за того, что неправильно настроена локализация разных языков различных, однако, как вы знаете, большинство новичков используют именно русский язык, то я вам предлагаю, настоятельно рекомендую удалить старый dev.c++, удалить все старые файлы компиляции, в плане чего файлы настройки, не файлы компиляции, ошибся немного, и после этого на чистом листе установить dev.c++ заново, при этом подключая именно английскую локализацию. Не знаю, как именно на что это влияет, однако именно английская локализация в большинстве случаев помогает исправить данную ошибку. Хотя, как вы видите сейчас, английская локализация мне абсолютно ничего толком-то не дала, как вы видите, ошибка как выскакивает, так и выскакивала. Поэтому перейдем к следующему пути решения. Следующий путь решения это закрыть dev.c++ и запустить dev.c++ файл исходника напрямую. То есть как? Для этого мы сначала создаем текстовый документ, называем этот текстовый документ как хотим, к примеру, пусть будет main1. Здесь переименовываем его в cpp. Это мы переименовываем как хотим в первую часть названия, а вторая обязательно пишем cpp. Это расширение исходников нашего файла cpp. Итак, сохраняем и после этого нажимаем открыть как, открыть с помощью и dev.c++ IDE. После этого, в большинстве случаев на 7 XP данная ошибка решается с легкостью. Хотя, как вы видите, эта ошибочка именно здесь ничего толком и не дала. То есть, также ошибка, исходный файл не найден. Итак, спешу вас огорчить, на 8 и 10 данные способы, которые я назвал до этого, они не работают. Итак, чтобы у нас все работало, мы должны закрыть старый dev.c++, скачать C++ новый, как вы видите, у меня он уже специально установленный, видите, с красной такой эмблемой. А после этого я вам дам ссылочку на скачивание этого нового dev.c++, и открываем его, ждем, пока он запустится у нас, все. После этого у нас есть исходник, если мы его выполним, скомпилируем, то, как вы видите, у нас этот исходник будет спокойненько работать и запускаться. Однако, заранее вас предупрежу, если у вас, как и у меня, вы, так сказать, поспешно перешли с 7 на 10 и dev.c++ версии 5.11 у вас не работает, и вы перенесли код с 5.11 на 6.3 и более новые версии, начиная с 6.0 вообще, то вы должны обязательно использовать старый компилятор. Потому что если сейчас буду использовать новый компилятор 9.2, то, как вы видите, у меня сейчас в большинстве случаев здесь сейчас оно отобразится, потому что код легкий. Однако в больших проектах я бы вам показал исходный код, однако это под покровом тайны. Итак, в больших проектах может быть такая проблема, что некоторые функции или классы, которые работали на старом 4.71, да, к примеру, они могут у вас, не работать, мягко сказать. Я вам выведу сейчас небольшой пример на экран, и вы видите, как это все работает. Итак, как я вам еще раз повторяюсь, скачиваем вот этот вот новый dev.c++ версии 6.3. После этого устанавливаем старый компилятор версии 4.7.1. Можете, версии до 5 вы можете ставить абсолютно любую. Это я вам такой дам совет, потому что, возможно, в интернете вы также будете это искать и не найдете. Поэтому заранее я вам говорю, сохраните свои проекты, компилируйте его только на старых версиях MinGV. То есть, почему это так работает? Потому что некоторые функции MinGV нового, они, как я помню, не поддерживаются, их закрыли, мягко сказать. И поэтому, чтобы правильно импортировать свой старый проект из 5.11 в 6.3, вы должны обязательно поставить вот этот MinGV 4.71 и более старые версии. Итак, мы еще раз его запускаем и смотрим.
скомпилировать и выполнить. В большинстве случаев единственное, что может быть ошибка при импорте файлов, да, исходников 4.71, да и вообще более старых версий, это то, что, возможно, будет не работать русский язык. Однако, эта проблема также легко решается. Как она решается, я вам расскажу в другом видео. С вами был Никит навсегда. Подписываемся и ставим лайки.